Добрый день! Приветствую вас на своем канале. Недавно мои друзья посмотрели видео, где я легко, просто и дешево очистил от нагара старую грязную сковородку. И на днях пришли ко мне в гости вот с таким вот ржавым чугунным казанком. И говорят, а слабо его очистить, как сковородку? На что я отвечаю, не то чтобы слабо, но с ржавчиной раньше никогда дела не имел. Давайте попробую. Вызов принят. Ну и решил я для начала опробовать старый народный метод, о котором я раньше слышал, но никогда не пробовал его в деле. Да и как-то мало верится, что он мне сможет помочь. В общем, как говорится, попытка не пытка. Приступим. Одеваю перчатки для работы с казанком. Для начала я его просто помою под водой. Обычным амвеевским средством для мытья посуды. Это смоет с него слегка ржавчину, которая осыпается, и пыль с грязью. Теперь точно так же помою крышку сковородку. Готово. Теперь мне понадобится емкость, в которую этот казан смог бы поместиться. Из того, что у меня было, идеально подошло вот такое вот пластиковое строительное ведро. Помещаю вовнутрь казанок и вливаю в ведро 2 литра обычного столового 9% уксуса. Вливаю так, чтобы 1 литр вылился вовнутрь казанка, а второй снаружи. Далее наполняю ведро обычной водой. До тех пор, пока казан полностью не окажется в жидкости. Затем сверху кладу крышку. И оставляю его в таком виде где-то на час. Сверху затяну ведро пищевой пленкой, так как не очень люблю запах уксуса. Так, ну с часом у меня не получилось. Когда снимал перчатки с рук, они неожиданно порвались. А так как за окном была уже ночь, за новыми я не пошел. Новые купил уже сегодня, по пути домой. Так что казан пролежал в уксусном растворе около 12 часов. Снимаю пленку. Достаю крышку. И попробую теперь смыть ржавчину. Ничего себе! Вы только посмотрите. Ржавчина отмывается обычной губкой для посуды. Вот это да!
Никогда бы не подумал, что это будет так просто. Вот это способ! Просто чудо какое-то! Есть, конечно, такие места, где была не только ржавчина, но и грязь. Поэтому, кроме губки, придется еще воспользоваться металлическим скребком. Ну а для того, чтобы отмыть в труднодоступных местах, я воспользуюсь старой зубной щеткой. Готово. Теперь перейдем непосредственно к казанку. Беру губку и вуаля! С казанка ржавчина смывается точно так же, легко и просто. Посмотрим, что здесь в середине. И в середине все точно так же. Единственное, что ко дну, видимо, что-то когда-то пригорало. Воспользуюсь, опять же, металлическим скребком, чтобы его отмыть. В общем, по такому же принципу отмываю весь казанок. Есть, готово. Теперь обмою его под водой средством для мытья посуды. У меня это Amway, но для этого подойдет любое. И Гала, и Ферри, и Финиш, какое у вас есть. Есть, помыл и сразу высушил его на печке. Он, конечно, в процессе сушки немного потемнел, но это ничего страшного, так и должно быть. Вот так вот я легко, просто и дешево сумел убрать ржавчину с посуды. Результат, как вы видите, налицо. Не забывайте ставить лайк видео, если оно вам понравилось, подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. Теперь казан осталось прокалить. Этого я снимать уже не буду, об этом у меня есть видео на моем канале, где я превратил грязную сковородку в антипригарную. Там, правда, сковорода, но принцип остается тот же. Единственное, что соли понадобится меньше, и масло нужно будет использовать очень тонким слоем и льняное. А в конце всей процедуры казан надо будет прокалить 1 час на 250 градусах в духовке, чтобы образовался защитный слой. Желательно даже не 1 раз. После этого такой казан из чугуна с крышкой-сковородкой будет служить еще очень долго. Да и вообще, чугун не сравнится с тефлоновой
керамической и любой другой антипригарной посудой. На этом на сегодня все. Миссия удалить ржавчину с посуды выполнена. Спасибо, что смотрели. До скорой встречи на моем канале в следующих видео. Пока!